На самом деле, время летит незаметно, и вот уже почти месяц прошел с момента проведения открытого тестирования UFL. В принципе, все желающие, у кого имеется консоль, смогли опробовать игру, сделать для себя какие-то выводы, дать ей шанс, не дать ей шанс, и, в общем-то, все в этом роде. И сегодня предлагаю поговорить об итогах этого тестирования, поделиться какими-то своими мыслями на этот счет, и также поговорить о втором тестировании, о котором разработчики уже успели объявить. Не забывайте про привычную активность в виде лайков и комментариев, и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Распродажа в Steam стартовала. Скидки на топовые релизы доходят до 80%, и это лучшее время для того, чтобы попробовать давно желаемый релиз. И максимально выгодно это можно сделать на Купикоде, ведь у ребят самая низкая комиссия на пополнение, и они полностью повторяют распродажу на своей странице с играми. И также у них присутствует отдельная страница с играми, недоступные в РФ, которая полностью повторяет библиотеку Steam. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит в несколько действий, просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать оплатить. Купикод не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через Купикод можно пополнять казахстанские аккаунты Steam в тенге, а также аккаунты в долларах. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Пополняя свой баланс через Купикод, вы сможете выиграть Steam Deck, RTX 4080 и многие другие призы. Ссылка в описании. Если кто-то уже успел запамятовать, когда же проходило бета-тестирование, то оно было у нас с 7 июня по 9 число. В принципе, несколько дней. На удивление, сервера, в принципе, неплохо справлялись с потоком игроков. Что я под этим подразумеваю? Ну, по крайней мере, не было такого, что игра была целый день на техническом обслуживании, и как минимум, как предсказывали некоторые комментаторы, разработчикам не пришлось продлевать время открытого тестирования из-за каких-то там проблем с серверами. И это, в принципе, уже неплохо. Это, конечно, не отменяет всего того, что были некоторые проблемы с пингом, с коннектом, но, тем не менее, не так существенно, как того ожидалось, по крайней мере мною. Возможно, некоторыми игроками также, но не знаю. И как сообщают разработчики, при открытом подведении итогов первого открытого бета-тестирования за эти несколько дней было создано более миллиона различных клубов, то есть где-то более миллиона пользователей успело поиграть в новый испеченный продукт, который еще не получил полноценного релиза. И учитывая, что участвовали только консоли нового поколения, в принципе, цифры очень даже неплохие. Около 5,5 миллионов матчей было сыграно за эти 2-3 дня, и чуть меньше 10 миллионов, а если быть точным, то 9 миллионов 900 тысяч было забито голов за все время игры. Среди стран, из которых было наибольшее количество игроков, разработчики выделяют топ-5, это Великобритания, Бразилия, Германия, Америка и Франция. В принципе, из всех присутствующих стран удивляет разве что Бразилия, учитывая, что разработчики явно делают упор именно на европейскую аудиторию, в то время как лицензии, связанные с Бразилией, у них вроде как не имеются, и та же самая лицензия FIFA Pro вроде бы не сильно распространяется на Бразилию, то есть с ней нужно договариваться отдельно для бразильской сборной, для бразильских клубов и чемпионатов, а поэтому столь повышенное внимание со стороны игроков из Бразилии, оно отчасти даже удивляет. Ну и, конечно же, самым популярным футболистом, который был в большинстве составов, стал амбассадор UFL Криштиану Роналду. И, в принципе, оно неудивительно, учитывая, что его даже и приобретать как такового не было необходимости. Любой новичок, который зашел в игру, мог спокойно взять его в качестве капитана. В принципе, из своих субъективных впечатлений, из комментариев других пользователей, которые я неоднократно видел на просторах сети, я считаю, что бета-тестирование у UFL прошло более чем неплохо, поскольку множество, в принципе, положительных комментариев касаемо игры. Да, большинство из них отмечают, что есть еще над чем работать, указывали на многие недоработки, ошибки, но, в принципе, в этом суть бета-тестирования и заключалась. Мнение о том, что это провальный продукт, что это не стоит потраченного времени, конечно, тоже были, но очевидно, что подобных комментариев было намного и намного меньше, и поэтому со своей точки зрения могу сказать, что скорее прием оказался положительным, даже более чем. Тем временем в своих официальных соцсетях Strikers вместе с UFL объявляют о предстоящем проведении уже второго бета-тестирования, которое запланировано на август. Пока что они не уточняют дату, но как минимум второе тестирование планируется уже где-то через
полтора месяца после проведения первого. То самое главное, в рамках второго бета-тестирования разработчики оставляют за всеми пользователями их собранные команды, их собранные клубы, то есть состав, с которым вы играли на момент закрытия первого тестирования, останется у вас и на второе тестирование, то есть вам не придется начинать все сначала, если, скажем так, вам понравилась эта игра и вы успели собрать плюс-минус боевитый состав. А если посмотреть в комментарии под этим постом, в принципе, люди там успели наиграть очень даже такие нехилые боевитые составы, поэтому некоторым пользователям уже есть что терять на самом деле. Трудно сказать, насколько сильно изменится игра к августу. Я полагаю, что чего-то кардинального, в принципе, они не привнесут, скорее исправят все то, что было обнаружено по ходу первого тестирования, но, как говорится, будем посмотреть. На этом мы с UFL также не заканчиваем. До августа лично я планирую выпустить еще несколько роликов. Один из них непосредственно будет связан с сравнением с eFootball, и второй, наверное, про геймплей. В целом, отпишите в комментариях, если вам интересен отдельный ролик про геймплей UFL, потому что, в принципе, ролик-то я еще записал во время бета-тестирования, но банально не успел его выложить, и теперь вопрос стоит об актуальности данного видео. Если вам это интересно, то я спокойно его смонтирую и выложу. Ну а на сегодня же у меня все. Я всех благодарю за просмотр этого ролика. В комментариях пишите, будете ли вы участвовать во втором тестировании UFL и принимали ли участие в первом тестировании. Если да, то как вам? Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками, наши соцсети своими подписками, точно так же, как и этот канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!